Сегодня мы хотим вам показать универсальную походную печку. Она вот такая маленькая. Жека даже для примера вот спичечный коробок. Да, вот. Какая она малюсенькая. Вот размера, вот так сбоку. Да, и сейчас мы вам ее покажем. Кстати, очень легенькая. Да, невесомая практически. Вот. И сейчас Жека ее соберет. Так как он ее делал, ему будет проще с ней разобраться. Я буду сегодня преимущественно оператором работать. Ага. Это фольга. Угу. Для чего она? Мы ее подкладываем, чтобы на нее сыпался пепел. Угу. Дрова прогорают, пепел будет сыпаться на фольгу. В общем, это фольга для пожаробезопасности, это получается, и для того, чтобы как можно меньше следов оставлять, то есть ее можно положить там на сухую даже траву, и с травой ничего не станется. Так печка выглядит в разложенном виде, это вот все ее детали, так сказать. Вставляем ножки. Одновременно соединяем стенки. Вставляются с натягом, поэтому случайно здесь ничего не выскочит. Вот, две стенки готовы. Еще один интересный момент, это вот если вы в длительных походах, ее не обязательно складывать целиком. Ее можно вот просто так вот расплющить. То есть она собрана, она практически собрана, но ее можно вот так расплющить и вдоль стенки рюкзака уложить, и все. Потом на стояночке раз, потом на стояночке раз, все, готова конструкция. Ну, за небольшим дополнением. Изогнутая форма ножек, то не все 4, их видно, позволяют повысить устойчивость, поскольку ножки выходят за периметр. На изгибы ножек внутри можно положить решетку без дополнительных приспособлений. Вставок. Да. При помощи таких вставок можно расположить и решетку, и посуду на любой высоте. То есть вот так или вот так. Благодаря изгибу вставка не выпадает при небольших наклонах. Вставки сделаны из велосипедных спиц. Но сейчас мы эту решетку положим немножко выше и более устойчиво, чем на ножки. Вот на эти специальные вставочки. Сейчас будем тестировать печку сухим горючим. И для сухого горючего решетку мы поставили выше, чтобы пламя было поближе к посуде. Это посудка для сухого горючего. Кипятить будем примерно 350 мл воды. Горючее разгорается. Ну, жар такой, что ого-го. Изначально печка делалась именно вот для этого котелка. Ну, в целом она универсальна, мы это потом покажем. Так выглядит печка с котелком. Именно котелок погружается в печку, чтобы все тепло использовалось, чтобы оно тут, если сверху ставить, котелок бы обдувался там ветром, все такое, и тепло уходило бы. А так? Котелок не проваливается, но его можно поставить и более устойчиво с помощью вставок. Да. А можно вообще вот просто вот на эти штуки опирается, да и все. И не проваливается. Ну вот как сейчас. Да. Сейчас нам вода еще не закипает. Но уже появились бульбушки уже. Ну да, довольно быстро, кстати. Примерно минут 6 прошло где-то. Вода закипела, с одного края, по крайней мере. Примерно за 8 минут на 3 таблетках закипает вода в зимних условиях. А летом закипает на 2 за 6,5. Наливаем новую порцию воды. Теперь будем греть на парафиновой грелке. Ну, парафиновая горелка — это горелка-коптилка. Но и жара у нее больше, чем у сухого горючего. Ого, там вообще пышет жаром. Хорошо разгорается, ты знаешь. Время засеки, да. Вот это оно быстро закипело. Закипело меньше, чем за 5 минут. Мы даже не сразу поняли, что оно закипело. Если там на сухом горючем что-то думала, там, вообще еле закипело, то тут буйно, решительно и быстро. Все-таки парафин рулит, классная штука, но, конечно, коптилка страшная. Это уж вы тут сами выбирайте.
пользоваться таким или нет. Но закипает очень быстро. Так, теперь его надо умудриться потушить. Все, тушим другой консервной банкой. Опа. Главное полностью закрыть. Все потухло. Все потухло, да. Парафин расплавился. Парафина выгорело очень мало. Ну да. Ну до конца вроде расплавился, да? Да, расплавился весь. Парафинчик начал застывать обратно. И видно, что использовалось очень мало парафина. Так, ну все, дрова заложены. Разжигаем. Будем сейчас тестировать наш любимый, я бы сказала, вид топлива. Это дрова. И запаха от дыма древесного приятней. И жара прилично. Так, третья порция воды. И третий вид топлива. На этот раз дрова. Ну, дрова еще не набрали полную силу. Эта ручка подвижная. Тоже одета термоусадка. Можно регулировать силу пламени. Подачи воздуха. Тягу, да. Вот. Тоже тряпка не нужна. Она настолько не нагревается. В зависимости от обладающего направления ветра можно дверку сделать, чтобы открывалась и с этой стороны, и с той стороны, с любой. А, то есть поменять местами. Да, и она, в принципе, симметричная, все съемное. Угу. При сильном ветре, как правило, можно закрывать полностью, хватает того воздуха, который идет снизу. Ну, сейчас лучше открыто. Да, слабый ветер. Угу. А, что-то дым на себя вижу. Ой, ручки погреть. Вроде и мороз не сильный, но что-то как-то руки мерзнут все равно. Закипело. Видно? Да. Ну еще не буйно, но уже начало закипать. Сколько там времени прошло? Так вот, да, и бульбушки идут. 7 минут. 7 минут. Ну, в общем, этот парафин, это, конечно, лидер по скорости. Это без сомнений. Сухое горючее отстает. Но у каждого вида топлива свои какие-то там недостатки и свои какие-то преимущества. Дров хватило одной закладки. Да, дров одной закладки. Ничего не подкладывали. Разумеется, летом закипает более быстро. Да. А сейчас тестируем зимой все-таки. Обычно минут 5-6. Большой плюс дров. Бесплатное топливо. Ну да. Закрывали дверку, поскольку тяги хватало уже. Да, вон дровишки остались чуть-чуть. В общем, сейчас догорит, будем домой собираться. На углях, вот если варишь кашу, на углях еще долго можно ждать, пока дойдет каша, набухнет. Ну а для супа что, засыпал, залил, все. В чем универсальность этой печки? Это не только в том, что можно использовать разного вида топлива, но и в том, что посуда подходит тоже разная. Не только Жекин специальный котелок, но и стандартный армейский котелок. Становится. Да, его можно вот внутрь, можно опять те же... Если вставить вставки, его можно на разную высоту выше регулировать. поставить, да. Очень удобно. Кстати, котелок вот закипает с ограничением вот так вот бортами печки намного быстрее, естественно, чем если его ставить вот так вот. Ну да. Потому что площадь стенок у него больше, чем площадь дна. Ну и китайская посуда тоже отлично становится. Конечно, она становится уже сверху. Да, без воды не ставим. Вот, пожалуйста. Китайская кастрюлька, да, ее сверху уже ставишь. То есть внутрь стен не поставишь, и закипать такая кастрюлька будет дольше. Но между тем это тоже рабочий абсолютно вариант. Опять же, ветрозащита здесь получается очень хорошая. И для сухого горючего, и для парафиновой горелки, и для дров. И для, если у вас газовая горелка, тоже да, можно одну сторону рассоединили. Да, но мы это покажем, да, как это делается. В не до конца собранном виде эту печку можно использовать как ветрозащиту. Очень удобно.
Кстати, эта штуковина не только защищает от ветра, она еще перераспределяет тепло. То есть тепло идет не только сверху, снизу на кастрюльку, но и со сторон, с боков. И в итоге вода нагревается быстрее. Такие эксперименты. С вами были Евгений и Татьяна Гордеева. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты.